Это письмо от жены известного хоккеиста Александра Суглобова. Мой муж не давал видеться с ребенком. Делят не детей. Да. Делят деньги, амбиции свои. Если женщина любит падаль, пусть она отвечает за запах, который стоит в ее семье. Первую справку я сделала в тот день, когда вот он, избивший, у меня украл ребенка. Если женщина провоцирует на кулак, то она его получает. Шайбу! Шайбу! Добрый день. Мне передали письмо. Огромное письмо на много-много страниц. Мимо него пройти было сложно. Вот цитата из этого письма. Мы познакомились где-то в 2000-2001 году в городе Ярославле. Через полгода начали жить вместе, снимали самые дешевые квартиры с тараканами, холодные, грязные. Потом переехали в Америку. Я часто оставалась одна в чужой стране. Он забывал оставить мне денег. А мне порой даже не на что было купить продукты или лекарства. Это письмо от жены известного хоккеиста Александра Суглобова. Зачем эта девушка терпела все эти унижения 14 лет? И что же происходило на самом деле? Давайте разберемся. Я разнервничалась. Ты правильно сделала, потому что, во-первых, тема близка не каждому, но близка. А во-вторых, сейчас, когда они разошлись, когда есть ребенок, и это главный предмет раздора, твой вопрос абсолютно уместен. А о чем она думала все эти 14 лет? Выслушай. Да. Это известный хоккеист Александр Суглобов, нападающий хоккейных клубов ЦСКА и «Спартак». Суглобов бросил в касание, счет становится 2-3. Ну ни из чего возникла эта шайба. А это его бывшая супруга Юлия Суглобова. Сегодня она готова рассказать, кем на самом деле является человек, которым гордится Россия. Он валил меня прямо на пол, вот со всей, почти 2-метровой его высоты, и он сам под 100 килограмм. Начинал душить или там бил по голове без разбора. 14 лет назад подающий надежды спортсмен влюбился в обыкновенную девчонку. Однокурсницы завидовали Юле и называли ее принцессой. Но сразу после свадьбы Александра словно подменили. Он пил, употреблял наркотики и не хотел рождения их общего сына Максима. Вот я папе задам вот моим колоколом. Вот этому папаше. Несколько месяцев назад Юля все-таки решилась подать на развод. И тогда Александр показал свое истинное лицо. Это один из снимков. У меня на самом деле много снимков там. Здесь меня когда избивал в июне месяце. Известный хоккеист, в свою очередь, утверждает, что Юлия придумала эту историю, чтобы получить опеку над ребенком и огромные алименты. Кто говорит правду, а кто лжет? С кем стоит оставить ребенка после развода? С матерью, которая 14 лет терпела побои и унижения? Или с отцом, который злоупотреблял алкоголем? И почему бывшая жена знаменитого хоккеиста молчала столько лет и только сейчас решилась идти до конца? Юль, здравствуй. Я когда читала твое письмо, не буду рассказывать, я сначала не поняла, я думала, что это шутка, и так не бывает. Но я вижу, что не шутка. Тогда письмо заканчивалось, ты сказала, что он забрал ребенка. Да. А сейчас где ребенок? Ребенок со мной. А как так получилось? Потому что ты писала, что суд они отобрали, не дают видеться. Я была вынуждена обратиться в службу судебных приставов, чтобы увидеться наконец-то со своим сыном, потому что даже после суда мой муж не давал видеться с ребенком. В один из таких дней, когда он мне... А что присудил суд? Суд вынес довольно странное решение, что я могу видеться с ребенком 2 часа каждую среду. То есть суд определил количество свиданий. Да. Вы приехали на свидание и забрали ребенка, вопреки решению суда. Да.
А он-то все-таки решил, что ребенок останется с ним, как и суд решил. Правильно я понимаю? Но это временное определение суда. Это еще не решение. Подождите. Да. Он хочет ребенка обратно или нет? Он хочет ребенка обратно на тех условиях, чтобы меня в жизни ребенка не было вообще, абсолютно. Я сразу могу сказать всем, кто сейчас ждет выхода Александра Суглобова, он не выйдет. Мало того, он на связь-то не выходит. Он нашим редакторам ответил на звонок следующее. Он говорит, я с ней буду разговаривать только в суде, правда на моей стороне, пусть вернет ребенка. Но у нас есть сюжет с ним в кадре, давайте посмотрим. Шайбу забросил Александр Суглобов, номер 9. Ну, так поработали над физикой, вот, в зоне над взаимодействием. Вот. Стараемся как бы держать шайбу в атаке, двигаться все время. То есть движением, за счет движения создавать моменты какие-то. Вот. Ну, сегодня, в принципе, получалось, и, говорю, моменты были, но, к сожалению, не забили. Надо над этим еще поработать. И вот такой нелепый совершенно гол удалось разыграть на 1-2. Суглобов бросил в касание, счет становится 2-3. Ну, ни из чего возникла эта шайба ЦСКА. Вот я, насколько услышал из ваших фразы, что это определение суда, то есть там временное. А временно в связи с чем оно? Временно в связи с тем, что их сторона на одном из процессов затребовала провести психолого-психологическую экспертизу в институте имени Сербского, так как они утверждают, что я психически ненормальный человек, они меня обвинили в алкоголизме, в наркомании и, просто, что я сумасшедшая. А давайте посмотрим, у нас есть видео, как вы сейчас живете со своим сыном. Максимка вообще у нас любит покушать очень сильно. Он там 3-4 раза в день он кушает. Очень любит мясо, как настоящий мужчина. Борщик. Любит всякие тортики, пироженки и так далее. Конфеты. И конфеты обязательно любит. И что еще? Еще Молоко любит он. молоко. Молоко с печеньем он очень любит. Вот. Сегодня Максим завтракал у нас омлетиком. Он очень любит омлетик с молочком и с тостами. У нас любимые игрушки – это, конечно, машинки. Машинки разных видов. Тракторы всякие. Какая у тебя марка любимая машинки? У меня такой человечек. У нас есть такая традиция, когда мы ложимся спать, Максим меня просит сделать норку. Норка – это у нас означает, когда я его полностью вот так вот обнимаю, вот, и тогда только тогда он спокойно засыпает. Без этого он заснуть не может. Телесный контакт для него со мной очень важен. У нас есть еще одно видео. Я принципиально против участия детей в этих скандалах. Но раз оно записано, я хочу, чтобы его показали. Это как ребенок вспоминает, как папа избивал маму. Почему? Потому что нам очень важно будет разобраться в этой истории. Не для Юли, не для, естественно, могучего, да, этого самца и борца, да, а именно ради этого ребенка. Дело в том, что сейчас ребенок может оказаться не нужен никому, он может оказаться около разбитого корыта. Давайте посмотрим сейчас, что Максим говорит про папу. У меня такой папа большой, сильный, и хотел маму доить от меня. Он как выбросил маму, как эту вещь. Он всякие плохие истории рассказывал про маму, что она меня обижает, бьет, что она меня не хочет увидеть. Вот папа сказал. Вот я папе задам вот моим колоком, вот этому папаше. И все, больше он меня не будет защищать. И все. Пока мы не продолжили, я хочу обратить внимание всех, и в том числе экспертов, которые здесь есть, у нас есть психологи, что ребенок в 4 года с нормальным развитием не может пользоваться такой лексикой, если она не внушена ребенку. И это предмет абсолютной накачки пацана
насчет того, какой плохой папа и какая хорошая мама. Так может быть, все-таки пройти экспертизу по этому и этому поводу или нет? А я абсолютно не против экспертизы. Я готова пройти... Это любую. ваши слова сейчас или его? Вы имеете в виду ребенка? Да, это Максим говорит, ух, я папаше покажу, ух, папаша взял мамашу и бросил. Или это ваши слова? Нет, я не накачиваю ребенка абсолютно. Правда? А это что? Делят не детей, Саш. Делят не детей. Да. Делят деньги, амбиции свои. А что делить ребенка, если он его не хотел? Что делить-то? Пусть свой мозг поделит пополам, и все будет нормально. У вас был счастливый союз, правда ведь? Да, какое-то время Счастливый. он был В счастливым. какое время? В 2001 году мы познакомились, Так. и спустя какое-то время мы стали вместе жить. Вместе жить? Да. А когда женились? А женились в 2003 году. Третьем. То А есть в вы все-таки Америку? пожили друг с другом? Вот мы первый год уехали в Америку, не будучи в браке, потом приехали летом в отпуск и то есть в поженились. Америке было хорошо. Да. А вот ваша Подожди. фраза из письма, что он забывал оставлять мне деньги и оставалась там без денег и Я без часто лекарств. оставалась тогда. одна в чужой стране. Он Ну- уезжал в поездки на несколько дней, забывал или не хотел оставить мне денег. А мне порой даже не на что было купить продукты и Экспертиза. лекарства. А работать я в США по закону не имела права по гостевой визе. Я всегда выпрашивала у него деньги даже на средства личной Но гигиены. это по сравнению с тем, что было в России, В России еще хуже было. еще хуже, да. Это я считаю, что это было просто мелочь. На Потому- каком году ваших чудовищных отношений вы решили завести ребенка? Ну, где-то в 2004 году, где-то через год, после свадьбы, А когда родился ребенок? в 2010. Откуда такой долгий период ожидания этого младенца? И главное, если у вас так все хреново в семье было, особенно после возвращения, он избивал вас, он денег вам не давал, он пил, он занимался наркотиками, зачем вы завели от него ребенка? Ну, я любила его просто. Девочки, когда же вы перестанете верить, что если бьет, значит любит? Уважение. Пора воспитывать в наших женщин уважение к себе, к собственной персоне. Избивал, ногами топтал, да, вот что, Не, ну, не каждый что же день только меня не делал, избивал. пасть рвал, да, ни одного документального свидетельства этих событий нет. Давайте посмотрим видео. У нас есть, как случилась драка. И когда я что-то пыталась сказать, против, он валил меня прямо на пол, вот со всей, почти 2-метровой его высоты, и он сам под 100 килограмм. Начинал душить или бил по голове без разбору, мог ударить лицом об стену, у меня даже был перелом носа. Это один из снимков, у меня на самом деле много снимков там. И в Москве я делала, и последний раз он здесь меня, когда избивал в июне месяце. Я вижу, что дверь входная открытая, наша открыта, вбегают люди в форме, Суглобов выхватывает ребенка в пижаме, эти меня держат, этот выбегает, у меня начинается просто истерика, я начинаю кричать, потому что я ничего не понимаю, что происходит. Я просто вижу, что уносят ребенка, который плачет. Они посадили в милицейскую машину ребенка. И не пускали меня туда. Я просто их умоляла, говорю, отдайте ребенка. Я думала, я сейчас умру или сойду с ума. Я просила хотя бы вышли фотографию, что-нибудь. Мне в конце концов дали его повидать. Я увидела, что ребенок одет не по погоде, он весь в соплях, он хромает, какой-то забитый. Но я ребенка не отдам. Был такой момент, когда ребенку был годик всего. Мой супруг настаивал на том, чтобы мы отмечали Новый год ночью все вместе у нас дома, в съемной квартире. А ребенку был всего лишь годик, у него резали зубы, беспокойный сон. А до этого мы собирались вроде как... у нас были планы пойти куда-то с друзьями там. Когда я сказала, давай, может быть, у нас же были другие планы, как же так? На что... у него настолько была бурная реакция. Он приехал, он устроил скандал, он стал опять меня материть, ругать. При этом была наша няня, ее также затрясло. Она говорит, давай уедем отсюда, я боюсь. Даже испугалась эта няня.
И я собралась 30 числа, я уехала к своим родителям. То есть после легкой ссоры относительно того, где праздновать Новый Да. год, вы уехали, Да. а после того, как вас избивали, там нос сломали, вы не уезжали. Потому что я боялась, что он опять уйдет. Слушайте, Ты давайте мы писала, позовем... подожди, Саш, я хочу зачитать. Ты писала, это же про эту историю. Да. Я пыталась дозвониться до него, но он Да. не брал трубки. Только потом скинул СМС, что я ничтожество, он больше домой не вернется и будет мне присылать Так кто какую-то ушел-то? сумму на ребенка. Я его просила вернуться, но он просто игнорировал мои звонки и СМС. Когда я спросила, а как же наш сынок, он ответил, что не собирается ломать свою жизнь из-за ребенка. Общаться будет с сыном по скайпу. Ребенку тогда был 1 год. Подождите, стоп. У меня Его не было полгода, он нас не навещал, У меня не виделся с шизофреническое сыном. раздвоение. Наша Хотя героиня мы не только что прятались сказала, от что это него. она ушла. Нет, она сказала, что он ушел. Нет, звучало как раз-таки, Она что сказала, непосредственно что он он ушел. А я пытаюсь понять, А мама если где он была не его? А виделся... знаете, в чем парадоксальная ситуация, вот исходя из текста этого письма? В том, что когда врут, не запоминают, что врут. Вот и все. Он ушел, значит, допустим, там И не неизвестно по каким виделся с причинам, сыном. и когда у него была еще карьера, ему сын был не нужен, потому что, естественно, Вот тут я и все это хочу эксперты понять, когда он подтвердят, стал что нужен нормально ему вдруг. занимаясь хоккеем, сына воспитывать невозможно. Как только у него карьера пошла на спад, и он сразу тут вдруг оказался там прекрасным отцом, давайте ко мне ребенка обратно. Мне кажется, вот в чем соль Слушайте, ситуации. хватит петь с одного голоса. Я хочу позвать в эту студию Алексея Шкотова, который друг Александра Суглобова и тоже хоккеист. Можно договорить человеку? Можно хотя бы Человек — это договорить хоть мужчина раз? по определению. Да? Да. А женщина очень похожа на человека и живет рядом с ним. Бунин. Это письмо от жены известного хоккеиста Александра Суглобова. Мой муж не давал видеться с ребенком. Вы приехали на свидание и забрали ребенка. Вопреки решению суда. Да. Делят не детей, Да. делят деньги, амбиции свои. Хватит петь с одного голоса. Я хочу позвать в эту студию Алексея Шкотова. Меня зовут Алексей, я лучший друг Александра Суглобова. Мы выросли вместе с ним из одного города, из Электросталя. Моя мама с его родителями дружит очень хорошо. А почему общаются. жена его говорит, что она впервые вас видит? Просто, я не знаю, даже по каким-то причинам Саша особо на вид не показывал. Подождите, Как бы 14 супруга. лет он прожил с этой женщиной, родил Ну, с ней ребенка. во-первых, Это его жена. А вы его жена, лучший нет, друг? женщина, которую скрывают. Нет, я не знаю, что он ее не скрывает. Нет, просто я играл в одной команде, я в другой команде играл, Саша, постоянно в разъездах. Мы виделись, например, там в отпуске, когда где-то там Так ходили вы на общие тренировки. друзья, которые Мы по созваниваемся. телефону. Да, мы созваниваемся, когда мы видимся с ним вместе. Например, он играет в Сибири, я играю, например, в Москве. Я даже раз у него спросил, мы занимались с ним поколением, у него была проблема. Я у него задал вопрос, говорю, Саш, говорю, а что у вас? Вроде, семья там, как дела? Мы развелись. И я хотел с ним, у него что к чему, а он прям сразу эту тему прикрывает, говорит, я не хочу об этом разговаривать. Я впервые слышу, что он его лучший друг. Я, конечно, знаю эту фамилию как хоккеист, да, но то, что это его лучший друг, я впервые А слышу. кто у него лучший друг? Кто у вас дома бывал из друзей? У нас дома из друзей практически никого, только крестного нашего сына Тимофей. Вот мне в этой истории настолько все понятно, что мне кажется... Георгий, тебе понятно, расскай мне, я ничего не понимаю. Я правда. потом расскажу. Нет, но ты я сейчас просто- расскажи. Здесь, понимаете, дело в том, что это семья, в которой один из ее членов спортсмен. Понимаете, для спортсмена жена это настолько важный элемент вообще жизни, да, особенно если у человека проблемы с карьерой, проблемы с коленями. Представляете, когда ты в 32 становишься фактически там полуинвалидом и понимаешь, что больше ты не заработаешь ничем в той профессии, которой ты обладаешь. Это такой психологический излом, что жена в этом смысле должна быть настолько опорой и поддержкой, как никто другой. Поэтому, мне кажется, наверное, в этой семье вот этого и не было. Ты его поддерживала, когда у него были проблемы с коленом, с ногой? Да, я и говорю, я научилась Конечно, даже были делать деньги, уколы. бил хорош. А? Я даже научилась Бьет делать без денег, уколы. зачем он мне нужен? Можно договорить человеку? Можно хотя бы Человек — это договорить хоть мужчина раз? по определению. Да? Да. А женщина очень похожа на человека и живет рядом с ним. Бунин. Есть одно маленькое «но».
метра. А барышню попросили пройти судебную психологию. А я не отказываюсь. Я пройду. Она не отказалась, но в первую очередь, не вместо прошла. того, чтобы быть абсолютно спокойной, уверенной и адекватной на экспертизе и получить ребенка, она вместо этого совершает совершенно неадекватный поступок. Она берет ребенка и с ним пропадает 90% пропадает женщин где-то. сделают Это неадекватный поступок, просто мать, материнский. Делают то же самое. Конечно, погоди, она этого не сделала. Значит, был какой-то нюанс. опять. Почему я не прошла экспертизу? Я не против экспертизы. У нас экспертиза назначена в одно время с отцом ребенка и с ребенком вместе. И дело в том, что как только я появлюсь на эту экспертизу Судебные вместе с приставы ребенка сразу заберут, ребенка конечно. у меня заберут. И как он мне сказал, я спрячу его так, что ты его больше не найдешь вообще. Вот правильно сказал Александр сейчас, что Юля совершила абсолютно опрометчивый поступок. Она забрала ребенка и скрылась с ним. Она совершила второй опрометчивый поступок. Находясь под судом, не добившись результата экспертизы, она пришла на Первый канал для того, чтобы рассказать, почему ребенок должен остаться с ней. Я считаю, этот поступок неадекватный поступок. Вот Да. теперь, когда А я судья, тебе когда могу судья будет сказать, что рассматривать это, дело, то, увидев что данную ты передачу, называешь по-другому будет неадекватным, реагировать. можно поставить знак равно с поступком матери, понимаешь? И я бы сделала то же самое. один психиатр. То же самое. Меня волнует другой вопрос. Чисто За психологически. полгода Вот это второй смотрите. раз был. Вы решили воспользоваться там телевидением, да, пришли сюда и Да. рассказали о Да. своем отце плохо. Это когда-то узнает об этом сын, вырастет, может быть, посмотрит передачу в интернете. Послушайте, Открыто вот на сейчас весь... у вас была оговорка, вы сказали вашего отца, имея в виду отца ребенка. Да. Так, имею в секунду. виду. Нет, эта оговорка очень правильная, потому что пора позвать в студию отца Юлии, да, Виктора Филоненко. Пожалуйста. Вы все слышали, кто прав, кто виноват, с вашей точки зрения? Это сложный вопрос. Даже для вас сложный вопрос. Нет, ну в данном случае я защищаю свою дочь. Это понятно. Я защищаю свою дочь, потому что я вижу, что творится несправедливость. Вот здесь задавались вопросы и говорили о том, что какой был хороший муж, преданный товарищ, то есть положительные оценки давали Суглобову. А я вам расскажу одну историю, коротко, если можно. Когда они жили в Америке, как-то они ехали в автомашине, за рулем Александр Суглобов, с ним жена и товарищ, тоже молодой хоккеист из России. Они попали в аварию. Машина перевернулась, чудом остались все живы. Что сделал Суглобов, Саша? Суглобов отбежал задымилась машина, кстати, отбежал на безопасное расстояние, жену заклинило между сиденьем и подушкой безопасности и стал кричать: вы что там мешкаете, ребята? Сейчас машина взорвется. И я не сделал ни шагу, чтобы помочь жене, может быть, помочь товарищу, который мог находиться в состоянии... Скажите, а вы были в соседней машине, нет? Нет, я не был, я знаю со слов, с чьих слов вы это со слов знаете? дочери. Ага. Скажите, пожалуйста, к вам вопрос, Виктор Михайлович, и к вам, Юлия. После такого поступка, мужчина проверяется, как мы знаем, поступками, особенно в экстремальной ситуации. После такого поступка, когда он показал себя подлецом, трусом и сволочью, что вас заставило остаться с ним, да еще родить ему ребенка? Что? Любовь. На тот момент... Всего любовь. Вот я сейчас начну проклинать это слово. Если женщина любит падаль, пусть она отвечает за запах, который стоит в ее семье. Точка. А давайте послушаем, что говорят... Нет, Виктор Михайлович, можете прокомментировать вот это видео, где вы возле полицейского участка после избиения вашей дочери? Нас встретила инспектор по делам несовершеннолетних Халилова. Тоже успокоила. Сейчас мы просто отберем объяснение, вы получите копию документа, и на этом все, вы свободны. Я собрал детей, то есть Юлю и внука. Мы приехали в отдел внутренних дел. Вот сюда вот. Нас завели в актовый зал этого отдела, который находится на первом этаже. Я увидел, что открывается входная дверь в этот актовый зал. В нее уходит Суглобов, с ним его друг. Я схватил ребенка на руки и ринулся. Добежав до дверей актового зала, я понял, что бежать некуда. Надели на меня наручники. Я слышал, как плачет и кричит ребенок. Я слышал, как кричит, плачет моя дочь. Вот крыльцо, на котором все это происходило. Это то место, где
с углов свалил мою дочь. На землю вырвал у нее ребенка из рук. Наступил ногой на голову. Поставил диагноз сотрясения головного мозга. Неожиданный поворот событий. У меня есть ощущение такой гурьбы, которая накинулась на Александра. И есть желание пригласить на эту сторону еще одного человека. Это Александр Сергеевич Верясов, тренер хоккейного клуба «Спартак», где играл Александр. Можно вас позвать? Еще раз здравствуйте. Ну вот вы его знаете давно и как тренер, что, ну, хотя и однобок, конечно, но зато человек проявляется в разных перед вами ипостасях. Бескорыстный человек, значит, ну, коммуникабельный, он, душа всегда был, ну, с ребятами по-мужски сходился, уважаемый, среди ребячего коллектива, так он и рос. Пил? И в мужском. Ну, вас послушать, значит, у нас все игроки, и наркоманы в КХЛ, и пьяницы. Литровочку а когда же после играть-то, матча, да. если диспансеризацию проходит, допинг А как же контроль без этого проходит, играть-то? если тренеры, значит, позволяют им это делать, или как восстанавливаться? Вот вы сейчас слышали за кулисами, как Юля говорила, что он ее бил. У вас возник какой-то внутренний протест против этого? Или мог? Но я не поверил бы в это, потому что я не берусь судить, потому что, но он вырос, конечно, мальчишка, настоящий мужик был. Вот особенно в то, что он не полез в машину, из машины вышел и ждал где-то. Для меня это, честно говоря, вот я... То есть вы не можете в это поверить? В это никак? поверить я не могу, чтобы так в кустах убежать, отсидеться. Не тот человек. Все понятно, было. спасибо. Давайте Поэтому- посмотрим, давайте посмотрим, как... Мы же знаем, что тренер все знает, друзья ничего не знают, все знают соседи. Давайте посмотрим, как относятся соседи московской квартиры, где вы жили, к вашей семье бывшей. Может быть, сейчас у них какие-то изменения, а раньше все хорошо. Когда он был дома, гуляли вместе, когда на работе. Ну, как все. Мы с ними прямо за стенкой вот так вот жили, не тут жили, не тут. Ну, как бы ор, ничего никогда такого там особо. Ну, вот они тогда погрызлись один раз, а он хороший, она нормальная. То есть вот, чтобы прям, знаете, вот какого-то ада там кромешного, чтобы чья-то половина была хуже или лучше, откровенно такого вообще никогда не было. Я не видела его пьяным, я не видела ее не занимающимся ребенком. Она была все время занималась ребенком, он всегда ходил чистый, опрятный, улыбался, никогда не агрессивничал, нормальный, хороший парень и нормальная девушка. Мне кажется, это какой-то у них дурацкий принципиальный момент, что вот они оба зацепились и не могут включить мозги и нормально договориться между собой. Давайте послушаем еще одного свидетеля. Это твой брат Юрий. Юрий, приходите к нам. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. А вы как считаете? Вы много что тут послушали, вы у нас уже последний человек, который может нам что-то рассказать. Ну, вы знаете, я считаю, тут не последнюю роль сыграла мама Александра. В общем-то, я ее видел на суде только, а до этого ни на свадьбе, нигде никогда не видел, но у меня мнение о ней сложилось. А с чего сложилось? Что она сделала на суде такого? То есть человек, он сидит как бы ни при чем, а там Саша, его сестра, то есть она, ну, буквально дирижирует, что кто должен. Скажите, пожалуйста, вы знали то, что избивают Юлию, как брат? Хороший вопрос. Избивает? Да, муж ее избивает. Вы знали? Систематически и многолетне. Подождите, дайте ему ответить. Нет, систематически и многолетне. Знали или нет? Нет, что систематически это случилось. Ну, то, что руку он поднял, знали? Да. У меня есть сестра. Если на мою сестру кто-либо поднимет руку, я просто убью. Молодец. Я вот сейчас, исходя из своего только жизненного опыта, не являюсь профессионалом ни в психологии, ни в сексологии, ни в судебном производстве, да, могу сказать, что мне представляется, что эти 14 лет не были таким кошмаром и мучением для Юли, что это была трудно живущая, поскольку в семье спортсмен профессиональный, высокого уровня, да, трудно живущая семья, и пока эта семья была семьей спортсмена, пока он не обезножил, все было хорошо. Как только он перестал таскать деньги, которые соизмеримы с вашим гонораром домой, все и началось.
И мне-то представляется, что любые внешние факторы здесь, они второстепенные. Мне кажется, что привычная жизнь для Юлии закончилась, а к новой она не была готова, потому что она рассчитала свою жизнь так, как будто он будет играть в хоккей до 95 лет и получать НХЛовские гонорары. Вот в чем проблема. Итак, вернемся к демону. Да? Вы видели свекровь всего один раз. Да. И считаете, что она каким-то образом их растащила все-таки в конце? Ну, во-первых, я был удивлен, что когда на свадьбе, то есть никого не было с их стороны, я имею в виду ни мамы там, ни отчима. Ну, бог с ним. Такие выводы я делал еще из того, что вот пока они жили в Ярославле, потом жили в Канаде, в Штатах, приезжали на лето к нам, останавливались у нас. Это была, ну, в общем-то, счастливая пара, все было. Понятно, гипотеза у нас есть, во всем виновата свекровь. Давайте Юлю спросим. Вы-то со свекровью виделись часто или нет? Я со свекровью виделась нечасто. И, наверное, первый раз, когда она приезжала еще, когда мы жили в Ярославле, только познакомились и начали жить. А потом, в следующий раз, она появилась только, когда родился ребенок, когда ребенку исполнилось 3 месяца. Давайте посмотрим, как вы рассказываете, как свекровь приехала к вам в гости. Со свекровью я познакомилась как раз после одного из матчей. Она приехала в город Ярославль и остановилась у нас дома, в квартире, которую мы снимали. Я даже была шокирована, потому что мне было 18 лет, я молоденькая девочка, и какие-то непонятные вопросы, непонятные придирки, сколько денег он на меня тратит. Я вообще кто такая, что я его недостойна. Как только я пыталась как-то себя защитить, причем корректно, не обзываясь, не крича на нее, она тут же падала при нем в обморок, глотала постоянно какие-то горсти таблеток. Ну, то есть жестко вот так вот манипулировала. И вот дополнение к вами сказанного про этого демона. Когда она приехала в очередной раз в Ярославль, она устроила скандал. Постоянно хватала мою бижутерию и спрашивала, кто мне это купил и золото ли это. Хотя Суглобов всегда был жадноватый и никогда мне не дарил драгоценностей. Потом сыпались оскорбления, типа «ты дворовое быдло, шалава» и так далее. Хотя до Суглобова я серьезно ни с кем не встречалась и уж тем более не сожительствовала. То есть этот демон появился почти сразу в вашей жизни. Да. И с вашей точки зрения свел эту жизнь, счастливую 14-летнюю, на нет. С ее помощью, так скажем. Мы услышали одно свидетельство от соседей по квартире в Москве. Сейчас услышим второе свидетельство от соседей из электростали. Неужели соседи настолько слепы, глухи и почти немы? Давайте посмотрим. Вот здесь квартиры, две объединены вот этой дверью. Ну, вот в одной из этих квартир они и живут. Поселились в этом доме, вместе жили соседи, гуляли, друзья. Потом, собственно, он пошел в хоккейную школу, ходил к нему на игры, болел, переживал. Главное, что вот не подлый и такой вот честный, открытый. Не было вот такого вот, чтобы из-под тяжка. Все честно, все в лицо. По-мужски, по-спортивному. Сидели вместе, обсуждали игру сборной, и вот его сынулька рядом с нами присутствовал. Отличный парень. Сын отца не боится, а вот уважает. То есть он его и слушает, и обнимаются, скажем, теплые такие вот отцовские сыновние отношения. Плохого ничего за ним не наблюдали никогда. Наше мнение, что нормальные, адекватные люди. Хорошие соседи, и с мальчиком постоянно видели, и гуляли, и забирали, может быть, там из садика или откуда-то, но вечером, во всяком случае, я видела. Интеллигентные, Да, воспитанные, образованные, добрые, отзывчивые. Если семья нормальная, мне кажется, никакая там ни Надежда Алексеевна, ни ее муж, никто не разрушит семью. Что мы сегодня услышали? Много чего услышали. Кто прав, кто виноват, решать суду. Наше дело эмоционально откликнуться на то, что происходит. Главным героем в нашей сегодняшней передаче так или иначе стал спорт. В назидание всем девушкам, которые смотрят сегодняшнюю передачу, а главное их мамам и мамам спортсменов, я хочу позвать на эту площадку Татьяну Блинову, которая была замужем за хоккеистом Юрием Блиновым 46 лет. Я не знаю, как еще с ним договориться. Есть ли у героини образование? Откуда? Есть ли у нее профессия? Если женщина провоцирует на кулак, то она его получает. Шайбу! Шайбу!
Это письмо от жены известного хоккеиста Александра Суглобова. Мой муж не давал видеться с ребенком. В назидание всем девушкам, которые смотрят сегодняшнюю передачу, а главное их мамам и мамам спортсменов, я хочу позвать на эту площадку Татьяну Блинову, которая была замужем за хоккеистом Юрием Блиновым 46 лет. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Очень люблю, уважаю вас. Вы все слышали? Да, я все слышала. И мне обидно и больно, что наши ребята, хоккеисты, вот такие плохие. Да прекрасные, шикарные ребят. Я 46 в браке лет прожила. И я видела всякое. В нашей семье было и добро, и зло, всякое было. И доброжелатели, и плохие люди, хорошие. Но женщина – это шея. Это такие простые слова, которые уже все знают. И все зависит от женщин. Да, это взрослые, большие, крупные ребята, но они дети. Они просто-напросто ранимые. Они добрые. И если вы где-то неправильно себя повели, то ни мама не виновата, ни папа, никто не виноват. Значит, ищите ошибку в себе, Юлечка. Но вы были замужем за одним хоккеистом, Да. А я же не не за скажу- хоккейной командой. Да, но у Поэтому меня- вы но можете у нас судить опыт об такой. одном. Другой Простите, хоккеист у мог меня- быть с другим характером. Да, у меня опыт очень огромный. То есть у нас вот это была дружба. И нас... Мне кажется, сейчас все совсем по-другому. Вам так не кажется? Да, конечно. У нас сейчас кто? Виноват парень. Но когда замуж выходят девочки, они ведь не за парня выходят, а за его деньги и за славу. А мы женились. Мы жили, мы даже не думали, что такое деньги, деньги, деньги. Мы и серию канадцев мы отыграли, ребята, за гроши. И Олимпийские игры за гроши. Таких безумных денег, которые портят наш спорт. И в первую очередь наших женщин, то бишь жен. Это я вам могу с Скажите, уверенностью пожалуйста, сказать. а вот вы видели какого-нибудь хоккеиста достаточно высокого класса, который был хорош с друзьями, хорош, когда приходил к вам в гости, но в своей семье ангелом совершенно не был? Я имею в виду со своей женой, со своей женой, со своим конечно, ребенком. видела многих, но браки сохранились, потому что женщина разруливала ситуацию. Что такое мужчина-спортсмен? Ранимый мальчик. Он пришел в спорт в 7-8 вот на ранимого лет. мальчика Да, не надо. как-то наш Если герой не женщина, тянет. и если женщина провоцирует на кулак, то она его получает. И не приведи Господь, слава Богу, я не была в этой ситуации. Скажите, совет Делить можете детей. дать? Вот Совет. я его даю. Никогда не надо спекулировать детьми. Ни Саше, ни Юлечке. Найти компромисс, чтобы этот ребенок жил в радости. Спасибо, спасибо. Сейчас мы услышим истину в последней ее инстанции. Откройте занавес, пожалуйста. Дамы, вы все слышали? Прошу вас дисциплинированно, по очереди, очень кратко высказать свое резюме. Кто прав, кто виноват и что делать. Не важно, кто виноват, а важно, кто страдает ребенок. Об этом забывать нельзя. Психика закладывается до 3 лет. И если, Юлечка, вы сейчас не одумаетесь, вам потом будет сложно. А он что? Ну, найдет другую, родит другого. Вам потом будет сложно. Вы хотите быть своим сыном до конца? Тогда пожалейте его. Вот мое мнение. Будьте мудрой матерью. Вот вы, Александр, вспомнили бунинскую цитату о том, что женщина, да, она почти человек. Похожа на человека и живет рядом с ним. Да. Верно, она мне так запала в душу, потому что... Безобразие, не поддерживаю вас в этом плане. Это не я, это Иван Алексеевич. Нобелевский лауреат. Так вот, подождите, сейчас 2 секундочки, я выскажу свою мысль. Проблема в том, что вот эта цитата, она и сейчас, да, в 21 веке вполне актуальна. Почему? Потому что как воспитывается большинство девочек? Они полагаются только на мужчин. Они ждут, что в 18 лет они найдут кого-то, кто возьмет ответственность за них на себя. Есть ли у героини образование? Откуда? Есть ли у нее профессия? На И что она работа, и собирается зарплата. держать сына или... Она собирается содержать на деньги вырученные... Так обычно говорят все женщины, которые работают, про женщин, которые не работают и живут в шоколаде. Обычно, мне кажется, это зависть. мы Ну, так пойдем мне по казалось. пути Мы того, вас что услышали, все передаем женщины микрофон. будут Спасибо. работать. Спасибо. Тогда у женщин будет уважение А вы к знаете, себе. что природа
заложено, точно чтобы мужчина знаю, что если работал, у а женщины не женщина отнять очаг микрофон, берегла. она будет Вот и говорить все. вечно, вне Это зависимости правда. от воспитания и образования. Передайте, пожалуйста. Спасибо. Действительно, очень важно, чтобы вы вместе с водой не выплеснули младенца. И сейчас то, что происходит, это классический треугольник жертва-палач-герой. И кто-то жертва, кто-то палач, кто-то герой. Этот треугольник переворачивается, и вы можете быть палачом, кто-то может быть жертвой. Очень важно, чтобы вы сходили к психологу, может быть, позанимались, вышли из этого треугольника и посмотрели на эти отношения со стороны, и переоценили их, и сделали бы выводы для себя и для вашего сына, и для мужа, для вашей семьи. Спасибо большое. Юль, молодец, главный шаг совершила, что там неважно, там кто-то год терпит, да, кто-то 14 лет. Самый главный шаг уйти, да, ты совершила. Ты молодец. Единственное, что я хотела тебя очень попросить, по возможности, конечно же, не говорить своему сыну там, что, или родственников, да, что папа плохой, там, как бы не хотелось, да. Или при сыне просто, не да, сыну, а не обсуждать при папу сыне, при сыне. потому что ты пойми самое главное, что этим самым... да, И это такая... выстраданный совет-то, Но выстраданный. это на самом деле, я могу вам сказать честно, я ни одного слова плохого про своим детям о папе не говорила и никогда не скажу. Именно с этой позиции и советую. Потому что это твой сын, это его психика, это его дальнейшая взрослая жизнь. Спасибо. Я хотела бы тоже высказать слова сочувствия, но не отдельно Юле или Александру, а семье в целом. Я бы сейчас, Юля, остановилась, хорошо продышала и для начала стала бы уважать мужчину, с которым прожила 14 лет. Что касается суда, то здесь я абсолютно убеждена, что малолетний ребенок, если нет каких-то особых причин, обязательно должен остаться с матерью. Первое, что нужно сделать, это, безусловно, перевести это дело в совершенно другой регион. Например, в Ярославскую область для начала. Вот, потому что я вижу предвзятое отношение судей в данном вопросе. Второй момент. Обязательно пройти эту экспертизу уже в Ярославской области, потому что мама будет чувствовать безопасность для малыша, что его никто не украдет. И третий момент. Обязательно выстроить отношения с отцом, потому что вы никуда не убежите. Ребенку нужно давать папе. Ему надо общаться с отцом, потому что в первую очередь он мальчик, для того, чтобы его жизнь была успешной. Спасибо. Спасибо. Юль, я к тебе хочу обратиться все-таки, прежде чем мы зафиналимся. Ну, нет у человека другой возможности со своим бывшим мужем пообщаться. Но есть хотя бы камера, которая транслирует будет ему все это. Ты хочешь ему что-то сказать? Ну, я бы хотела сказать... Поправьте меня, но я думаю, он посмотрит Правильно, эту правильно. передачу. Что я не хочу настраивать своего сына против него. Тем более я не хочу лишать своего сына родного отца. Просто я не могу. Я не знаю, как еще с ним договориться. Обратитесь к мужу и скажите, давай судиться в Ярославле. Вот, на камеру можешь сказать. Александр, давай судиться в Ярославле. При этом я обещаю тебе, что какое бы решение ни вынес суд, мы будем участвовать в воспитании ребенка вместе, правильно? Да, при этом мы будем участвовать И в ни ты, воспитании ни ребенка я не вместе. будем настраивать Максима против И друг тем друга. более вырывать друг у друга. Хорошо. А если останется ребенок с вами, Я не то буду вы- препятствовать то общению. нет, то вы удовлетворитесь теми элементами, которые обозначат Я суд. могу вообще отказаться от них. Хорошо, мы услышали. Я просто хочу спокойствия. Я хочу, чтобы прекратилось вот это преследование. Я устала прятаться, я устала прятать ребенка. Юль, мы услышали. Все, что мы попытались сейчас сделать, это выслушать субъективные истории, составить предположение о том, как эта семья может жить дальше, и главное, перенести сейчас мячик на поляну Александра. Вот Юля Шайбу. только что сказала. Не смотри на меня, не говори секундочку, мы мячик, еще шайбу. достаточно, Саша, шайбу. Шайба. Шайбу! Шайбу! А меня мучает один вопрос. С Я тех знаю, пор- какой вопрос тебя мучает. С да. тех пор, как я начала работать с тобой на этой передаче. А у тебя дома есть телевизор? Есть. А ты разрешаешь его смотреть своей жене в 4 часа дня? Вы знаете, я даже Потому не что если после всех Я твоих даже- изречений человека, а это тот, кто живет рядом, она Я до сих даже- пор с тобой, я даже- она тебя по-настоящему любит. Я Это надо даже не- единственная Послушай, Настя. женщина на этой планете. Послушай, а меня возмутила постановка вопроса, разрешаю ли я ей что-либо делать. Это ее жизнь, она человек, она имеет право делать А все, что все-таки угодно. она человек, а ты тот, кто рядом. На самом деле,
Ребят, вы не понимаете. путаешься в Я своих готов показаниях. провести эксперименты в рамках этой программы, не приглашая никого, кроме зрителей, провести здесь мастер-класс, как сделать из женщины человека. Но это в другой раз. Мне приходилось все время молчать и слушать, потому что, чтобы Александр Гордон не сказал, что я скатываюсь к личному опыту, что я в принципе не делаю, но тоже обращаюсь к Саше. Саш, трудно самому общаться. Общайся через адвокатов. Но ты хочешь выиграть матч, выиграй в пользу своего ребенка. Сделай так, чтобы он был и с тобой, и со своей мамой. Без ссоры, без ругани. И это будет твоя самая главная победа. Вот и все. 3 недели назад в нашей редакции раздался телефонный звонок с просьбой о помощи. Лидия Донскова утверждала, что ее жизнь превратилась в настоящий кошмар, и виновата в этом ее свекровь. Ну, свекровь у нас... Все из-за нее произошло это. Она все решала, все командовала, как, что, и где, и куда. И просто, она нас развела, и все. А на этих кадрах вы видите фрагменты программы, запись которой состоялась уже через несколько дней. Но уже через 10 минут в студии могло произойти настоящее убийство. А мне можешь так? Мне можешь? Да, и вам могу, я всем могу. Давай. Нет, заряди. Ну, за эту, которую он мне сделал, я его сейчас без свидетелей пришлю. Я сейчас пойду прям там убью, пусть мне что хотят делают. Господи, какую же змею на сердце дочечкой называла. А через 3 дня после возвращения домой жизнь главного героя программы полностью изменилась. Он снял квартиру и готов отказаться от родной матери ради своей жены и ребенка. Я не могу без них жить, и я не знаю, что делать без них. Я очень люблю свою семью. Завтра мы попытаемся разобраться, можно ли вернуть мир в семью Донсковых и что делать маменькиному сынку, чтобы разрешить разыгравшуюся семейную драму.